Бывший мэр Алматы Виктор Храпунов осужден на 17 лет тюрьмы за воровство заочно. Долгие годы он живет вне Казахстана. Взыскать незаконную прибыль, полученную Храпуновым Виктором Вячеславовичем, Храпуновой Лейлой Калибековной, Ильясовым Аяром Кадыровичем на сумму 12 миллиардов 196 миллионов 796 тысяч 547 тенге. Кыргызстан вновь повышает лимит своего госдолга. Экономисты бьют тревогу. Жить только в долг чревато. Если внешний долг у нас худо-бедно как-то используется еще на развитие страны, то внутренний долг берется только лишь на поддержку дефицита бюджета. В Москве вновь возобновились полицейские рейды около столичной мечети. Прихожан задерживают без объяснения причин. Сотрудники полиции говорят: проверяем и отпустим. А пришли нам там в автобусе, запихнули около 30 тысяч человек. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В бишкекской студии я, Шавкат Тургаев. Здравствуйте. В Алматы вынесли приговор чете Храпуновых, бывшему мэру Алматы, его супруге и их родственнику Айяру Ильясову. Все трое уже давно проживают в Швейцарии. Они получили 36 лет колонии на троих с конфискацией имущества. Кроме того, суд также решил аннулировать все государственные награды экс-акима, в том числе 2 ордена, полученные от главы государства. В отношении других 9 фигурантов суд прекратил уголовное преследование за раскаяние и активное сотрудничество со следствием. Шолпан Оразбекова расскажет подробнее. По уголовному делу экс-акима Алматы проходили 12 фигурантов, но реальные тюремные сроки получили только 3. Это супруги Виктор и Лейла Храпуновы и их родственник Аяр Ильясов. Правда, заочно. Согласно данным некоторых СМИ и аккаунтам в соцсетях самих Храпуновых, в данное время они проживают в Швейцарии. И хотя гособвинитель просил для них 20, 17 и 8 лет, соответственно, сегодня судья вынес свое решение. Виктор Храпунов приговорен к 17 годам колонии с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать государственные должности. Его супруга Лейла Храпунова должна отсидеть 14 лет, а Аяр Ильясов 5 лет. Отбытие наказания будет исчисляться с момента их задержания, когда и если виновных выдадут Казахстану. К слову, помимо конфискации имущества, Храпуновых также лишат всех государственных наград, в том числе 2 орденов лично от Нурсултана Назарбаева. Вся их недвижимость на территории Казахстана также будет арестована, а вот остальных 9 фигурантов суд решил простить за чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию преступления. Уголовное преследование против них приостановлено решением суда. Взыскать незаконную прибыль, полученную Храпуновым Виктором Вячеславовичем, Храпуновой Лейлой Калибековной, Ильясовым Аяром Кадыровичем в результате незаконных сделок на сумму 12 миллиардов 196 миллионов 796 тысяч 547 тенге в солидарном порядке. Взыскать процессуальные издержки в сумме 507 442 тенге, 2 тын доход государства в долевом порядке. Приговор может быть обжалован участниками процесса или на него может быть подано ходатайство прокурором в апелляционном порядке в течение 15 суток с момента оглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения им копии приговора. Дело из 400 томов рассматривалось в открытом режиме. Было опрошено более 200 свидетелей. Я напомню, что экс-акиму Алматы Виктору Храпунову и его супруге Лейле Храпуновой были предъявлены обвинения в создании ОПГ, хищении госимущества, а также легализации похищенного имущества и в получении взяток. Причиненный ущерб Виктором Храпуновым государству совместно с подельниками превышает 250 миллионов долларов. Спецслужбы его супруга не раз вызывали на допрос, но в назначенное время подозреваемые ни разу не явились. Казахстан семья беглого чиновника покинула в ноябре 2007 года. А пост акима Алматы Виктор Храпунов занимал 7 лет с 1997 по 2004 годы. Путешествие вместо рабочих поездок министра социального развития Кыргызстана, а также ее заместители обвиняют в использовании дипломатических паспортов за границей во время трудового отпуска. Чиновницы летали в зарубежные поездки, которые предназначались для подчиненных. Нарушение выявила Генпрокуратура. Как их будут устранять, узнала Джазгуля Гемберзиева. Без уведомления и разрешения премьер-министра совершались заграничные якобы рабочие поездки. В них министр социального развития Кыргызстана использовала дипломатический паспорт. Кроме того, почему-то ее сопровождала семья – муж и сын. Также в личных целях использовала диппаспорт за границей теперь уже экс-заместитель министра соцразвития Зуракан Каденова. За последний год, используя его, она летала в Тегеран и Сеул.
Информацию, уведомления, отчеты со стороны руководства Министерства труда и соцразвития об итогах командировок не направлялись. Кроме того, установлено, что министром и заместителем министра по завершении служебных зарубежных командировок дипломатические паспорта в отдел по управлению человеческими ресурсами Министерства труда и соцразвития не были своевременно возвращены. До сегодняшнего дня по выявленным нарушениям привлечен к административной ответственности зав. Отделом по управлению человеческими ресурсами Минсоцразвития. Последний заплатил штраф за то, что его непосредственные руководители своевременно не сдали диппаспорта. Министр и его заместители пока никакой ответственности не понесли. Генеральная прокуратура республики 4 октября текущего года в правительство Кыргызской республики внесено представление об устранении нарушений закона, которые в настоящее время находятся на стадии рассмотрения. Всего за последний год руководство Минсоцразвития Кыргызстана совершило около 30 заграничных служебных командировок. Чиновницы летали в страны Европы, США, Саудовскую Аравию, Китай, Южную Корею и Таиланд. Некоторые из этих государств они посещали повторно. Я не хочу специально говорить, чтобы они ушли с должности, потому что это очевидно. Это должно быть уроком для всего общества, что чиновник он не может так себя вести. На деньги налогоплательщиков ездить и использовать свое служебное положение. Аида Космалиева первой заподозрила неладное в Министерстве социального развития и озвучила информацию об этом. От коллектива соцзащиты министерства и в СМИ выплывало, да и ко мне приходили жалобы, поступают ежедневно, письменные жалобы поступают. И вот поездка одного из замминистров и скандал, и я решила, чтобы Генеральная прокуратура проверила эти факты. На самом деле это так или нет, но это выяснилось, что это так. Это не первый скандал за последние недели с участием чиновниц Минсоцразвития Кыргызстана. Зуракан Каденова, теперь уже бывший замминистра ведомства, во время отпуска летала по диппаспорту в Южную Корею. Возвращаясь в Бишкек, на борту международного авиарейса устроила дебош. Очевидцы утверждают, что она была пьяна. Другой заместитель этого же министра, Лунара Мамытова, призвала бабушек и дедушек копить пенсии и летать по заграницам. Многие посчитали заявление издевательством, поскольку средняя пенсия в республике едва дотягивает до прожиточного минимума. Понесут ли ответственность чиновницы? На этот вопрос должен ответить аппарат правительства и лично премьер-министр. Пока же никакой реакции нет, а общественность в ожидании. Согласно законодательству, должностным лицам может грозить от простого выговора до увольнения. Финпол Кыргызстана задержал инспектора налоговой службы города Джалалабада с поличной при получении взятки. В Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями поступило заявление от предпринимателя. Бизнесмен сообщил, что сотрудник налоговой под угрозой наложения штрафных санкций вымогал у него за положительное решение вопроса 200 тысяч сомов. Это почти 3000 долларов. В момент задержания налоговик получил часть денег, примерно треть от суммы. По этому факту Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Вымогательство взятки». Районный суд Бишкека избрал вымогателю меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО. В Кыргызстане намерены увеличить лимит госдолга. Правительство предложило с 2020 года поднять планку до 70% по отношению к объему внутреннего валового продукта. Депутаты в первом чтении поддержали эту инициативу. Страна уже должна внешним кредиторам без малого 4,5 миллиарда долларов. Это свыше 56% к ВВП. Но, видимо, собирается занимать еще. Расплатится ли, узнавал Дарья Тимофеева. Госдолг в 60% к ВВП. Не превышать эту планку советовали Кыргызстану международные эксперты. Этого показателя обещало придерживаться и правительство страны. Однако после редакции бюджетного кодекса лимит убрали. Теперь Минфин решил, что долговые рамки все же нужны, но не такие жесткие. 70% ВВП – это весь госдолг, внутренний и внешний. Почему 70? Иногда бывают форс-мажорные ситуации, поэтому взяли эти цифры. К нам приходили МВФ, они говорили другие цифры. МВФ говорит 65, но мы решили 70. 60% – это внешний долг, а 10% оставляем на внутренний долг. Обоснование правительства явно хромает. Ответ на все вопросы – нужно быть готовым к изменениям, например, к резким скачкам валюты. Чего вообще ждать, если госдолг будет свыше 70%? Не дай бог, мы перестанем брать долги в течение 3 лет. Возможно, будем искать другие пути. Государством будет разработан план на 3 года. В течение этого времени необходимо будет снизить уровень госдолга.
С 2023 по 2027 год пик выплат по долгам. При этом план погашения чиновники не представили. Со временем сумма возврата дойдет до 400 миллионов долларов в год. Но даже тогда займы вряд ли прекратятся. Занимать будут не чтобы рассчитаться, а чтобы самим остаться на плаву. Чиновникам нужна мотивация для работы, считают экономисты. Зарплаты не в счет. Проблема в том, что все, что мы берем, гранты и кредиты, они не идут на наше развитие. По моей теории, в систему, то есть в Кыргызстан, должно поступать не менее 200-400 миллионов долларов ежегодно в виде грантов и кредитов, которые обеспечивают просто вертикаль власти. Если этих денег не будет поступать, а из этих денег строятся госконтракты, дороги, больницы и так далее и тому подобное, на отпилы и раскаты от которых существует, собственно, вся вертикаль власти. Если этих денег в систему поступать не будет, система начинает просто разваливаться. Пока что все опасаются попасть в зависимость от внешних кредиторов. При этом каждый год растет внутренний долг. На его обслуживание в прошлом году ушло 50% от всех выплат. Внутренний долг мы вообще берем под очень высокие проценты и очень на короткий срок. И практически эти средства, это просто мы их проедаем. То есть если внешний долг у нас худо-бедно как-то используется еще на развитие страны, то внутренний долг берется только лишь на поддержку дефицита бюджета. И не лучше ли государству как-то оптимизировать расходную часть, пересмотреть ее? Финансисты не сомневаются, при желании займы вернуть можно. Вопрос, какой ценой? Вся тяжесть ляжет на плечи населения. Бюджет Кыргызстана составляет почти 2 миллиарда долларов. То есть теоретически мы можем 2 миллиарда долларов потратить на выплату внешнего долга. Просто мы не заплатим зарплату чиновникам, не потратим на коммунальные услуги, школы будут без света, но мы заплатим. Есть страны, которые выплатили свой внешний долг на жесточайшей экономии. Правительство еще несколько месяцев назад с протянутой рукой повернулось к обществу. Открыли счет для пожертвований государству. В третий раз за историю Кыргызстана. Мол, может, как-то так потихоньку рассчитаемся с кредиторами? Большого отклика не случилось. Дарья Тимофеева, Самат Алышбаев. Настоящее время. Азия. Кыргызстан. Бишкек. Национальный банк Казахстана для стабилизации валютного рынка провел интервенцию на более чем $500 миллиарда долларов. Еще в начале сентября, как сообщают в главном кредитном учреждении страны, из-за отсутствия предложений иностранной валюты банк осуществил продажу 520 миллионов долларов. Экономисты полагают, что эти деньги брошены на ветер, а тенге продолжит свою девальвацию. Светлана Гушкова расскажет о перспективах национальной валюты Казахстана. В Национальном банке Казахстана отказались комментировать проведенную интервенцию на камеру. Из небольшого пресс-релиза можно понять, что на валютном рынке существенно усилился дисбаланс, который повлек за собой ослабление тенге. Спрос на доллары резко превысил предложение. Для предотвращения усиления девальвационных ожиданий и с целью стабилизации внутреннего валютного рынка Национальный банк впервые с октября 2017 года принял решение провести валютные интервенции. Так, в период с 5 по 7 сентября 2018 года в условиях отсутствия предложения иностранной валюты Национальный банк осуществил продажу 520,6 миллиона долларов США. В Нацбанке признают, что тенге начал терять позиции после того, как на фоне новых санкций США в отношении Москвы российский рубль обвалился. О том, что экономики Казахстана и России тесно связаны, находятся в едином экономическом Евразийском союзе, говорит и политик Уалихан Кайсаров. По его мнению, интервенция – мера неправильная, и вложенные деньги уйдут в никуда. Следующая интервенция будет гораздо дороже обходиться государству. И мы понимаем, что в принципе это, откуда это? За счет золотовалютных резервов. И по-любому в стратегическом плане, скажем, Казахстан, девальвация неизбежно будет, Казахстан девальвация, потому что нету собственного производства. Поэтому хотим мы того или не хотим, тенге будет падать. Экономисты также считают, что этой интервенцией официальная Астана пытается несколько снизить накал недовольства общества из-за растущего курса доллара и, соответственно, ослабления тенге. Валютные колебания уже вызвали в стране очередной рост цен. Не следует валютными интервенциями пытаться отрегулировать курс, потому что это деньги в никуда. Поэтому я понимаю, что наша экономика, как открытая экономика, зависящая от сырьевых ресурсов, мы зависим от котировок цен на нефть, мы зависим от обменного курса тенге-рубль. Рубль подвержен западным санкциям, поэтому причин, влияющих на колебания валютного курса, много, и поэтому я думаю, что валютными интервенциями спасать курс, честно, это
не очень-то надежное мероприятие. По прогнозам экономистов, нестабильность и дальнейшее падение национальной валюты может продолжиться. Правительство Казахстана и Национальный банк не смогут бесконечно тратить золотовалютные резервы из Национального фонда на поддержку фиксированного курса тенге. Опустится ли тенге в ближайшее время и, главное, насколько, непонятно. В Казахстане на этот счет существуют разные мнения. Кто-то утверждает, что в ближайшее время доллар могут торговать по 400 тенге. И это при сегодняшних 374 тенге за единицу американской валюты. Кто-то полагает, что курс в 400 тенге может стать только началом возможного обвала. Светлана Глушкова, Ганизат Успанов. Настоящее время Азия. Казахстан. Астана. Смотрите далее в нашей программе. В Москве вновь возобновились полицейские рейды около столичной мечети. Прихожан задерживают без объяснения причин. Сотрудники полиции говорят, проверяй меня, отпусти. А пришли нам там в автобусе, запихнули около 30 тысяч человек. Таджикистанские СМИ неожиданно вспомнили про Демократическую партию. Поводом стала якобы провалившаяся попытка смещения действующего председателя Саиджафара Усмонзады, который является депутатом Нижней палаты парламента. Демпартия, в прошлом костяк оппозиции, ныне является провластной. Ветераны партии, которых исключили из политобъединения, смущает, что их детище превратили в одну из карманных партий, продолжит Акрам Абдукахор. Ахмашо Комилзуда недавно был исключен из Демократической партии Таджикистана за несоответствующее ее уставу поведение. Комилзуда является одним из ветеранов партии, до этого момента являлся заместителем председателя. До председателя дошли слухи, что якобы мы создали группу для бойкота и его смещения. В Демпартии заявили, что на съезде Высшего совета ветераны вместе с некоторыми новыми членами партии хотели сместить действующего председателя Саиджафара Усмонзоду. Они даже собрались в доме Рустама, Хикматулло Рустам Абдуджабор. Они договорились, что будут бойкотировать предстоящую конференцию. Сами потом проведут другую конференцию. В Таджикистане нет реальных партий. Есть карманные, есть партия власти. Хикматло Саидион, лидер незарегистрированной партии «Ватан», в апреле 2015 года вместе с 5000 сторонников вошел в Демпартию и стал заместителем председателя. Причину слияния с демократами оппозиционер называет схожесть идеологии обеих партий. Мы хотели возродить демократическую партию, как это было в 90-е годы. Но, к сожалению, нам этого не удалось. Причина – председатель партии, который всегда выступал барьером на пути развития. Хикматло Саидион, которого тоже сняли с поста заместителя председателя партии, говорит, что вместе с Ахмадшо Комилзудой и другими ветеранами желали перемен, а не переворот. Мы всегда настойчиво требовали у Саиджафара Усмонзады необходимость активизации партии, но наши предложения не нравились ему. Сторонники действующего председателя не согласны с упреками и утверждают, что с приходом Усмонзуды партия, наоборот, возродилась. По мнению Мирзо Нуриддина, причина исключения видных членов партии в другом. Комилзада вообще не подчинялся главе партии. Ему звонили, он не брал трубку. Назначили ему зарплату, но он не появлялся в партии. Ахмадшо Комилзуда подтверждает, что действительно на какое-то время отошел от партийных работ, поэтому считает странным, что его причисляют к группе заговорщиков. Деятельность партии для меня больше не интересна, она неудовлетворительна. Мы планировали много мероприятий, которые не состоялись, и это добавило бы авторитета партии. Провалившийся якобы переворот развалил также союз незарегистрированной партии «Ватан» с Демпартией. За 3 года нашего альянса ничего реального мы не сделали. Так зачем нам там быть? Демократическая партия, которая считается одной из 7 зарегистрированных в Таджикистане политических объединений, состоит из более чем 20 тысяч человек. Единственным представителем партии в парламенте республики является ее председатель Саиджафар Усмонзуда. В Москве после многолетнего перерыва возобновили пятничные задержания трудовых мигрантов. Рейды начались на прошлой неделе. На подходах к мечетям людей массово задерживают и отвозят в ближайшее отделение полиции. По словам юристов, эта практика незаконна. С пострадавшими встретился наш корреспондент в Москве Муса Казаков. Мы приехали на пятницу молитву, а они все равно возле метро и возле мечети задержают и
Молитвами все равно не успеем же. Больше уже час стоим же. Эти молодые люди были задержаны по пути в мечеть и вместо пятничной молитвы вынуждены томиться в полицейском автозаке. Причину такого отношения они так и не узнали, документы были в полном порядке. Рустам, один из задержанных, говорит, что ни протокола, никаких других документов на подпись им не давали. Продержали несколько часов в полицейском автобусе, затем привезли в отдел, сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и отпустили, как ни в чем не бывало. Мужчина попросил не показывать его лица, дабы не привлекать внимание правоохранительных органов. Я им отдал документ. Они мне сказали, пойдемте проверяем по данной базе. Я говорю, командир, я опоздаю в мечеть. У нас время намаза. Сотрудники полиции говорят, сейчас проверяем и отпустим. А пришли нам там в автобусе, запихнули все люди, около 30 тысяч человек. Массовые рейды по задержанию мигрантов на подходе к мечети полицейские не устраивали уже много лет. По негласной договоренности Духовного управления мусульман России и руководства МВД в пятничные дни полицейские мигрантов не трогали. По словам религиозных деятелей, это в первую очередь необходимо для самих полицейских. Многолетний отказ от рейдов в пятничные дни сформировал положительный образ российской полиции среди мусульман. По крайней мере в Москве, считают исламские клерикалы. Какой-то теракт или преступление, к нам берем, выходит, говорит, вы плохо работаете. Вот вы религиозная организация, вы плохо работаете. Вы не позаботились своих. А вы разве даете нам с людьми разговаривать? Вы же их пугаете, изгоняете. Даете им понять, что в мечеть пойду, это означает весь день потерян как минимум. Они могут найти что-нибудь, посадить, выгнать. А потом говорят, вы не работаете с молодежью и так далее. Юристы говорят, что подобные мероприятия проводятся для проверки, действительно ли мигрант именно тот человек, за кого себя выдает, и на чье имя выписаны документы. Для проверки нужна дактилоскопия, снятие отпечатков пальцев. Их сверяют по специальной базе данных. Но вот противозаконность подобных задержаний не вызывает у юристов никаких сомнений. Просто так подойти к любому человеку, проверить документы, если этот человек не вызывает какого-либо подозрения, если по ориентировке этот человек не проходит, то есть они, естественно, не имеют права. При доставлении в территориальное отдел они обязаны были составить протокол доставления. Станут ли такие рейды вновь регулярными, пока непонятно. Как бы там ни было, недовольство среди мигрантов лишь растет. Муса Казаков специально для программы «Настоящее время Азия». Строитель каменного замка в Алматинских горах 72-летний Иван Плотников, о котором мы ранее вам рассказывали в одном из выпусков, скончался в больнице. Пенсионера долгое время беспокоила грыжа. Особенно болезнь обострилась после того, как 3 года назад на него напали грабители. Крепость для Ивана Плотникова – детская мечта. Он ее возводил более 30 лет и натаскал на собственном горбу 90 тонн цемента и 1500 тонн камней. Последние дни строить замок ему помогали волонтеры. Завершить строительство обещали помочь и чиновники, отмечая, что строение может стать достопримечательностью и даже может вызвать интерес туристов. В последнем интервью энтузиаст дядя Ваня рассказывал, как он видит свою мечту после завершения строительства. Тир как бы пострелять, там вот это рыцари собрать, это интересно, большие камни, как раньше же вот поднимали. Это пирамиды же делали, вот попробовать, так большой камень, как пирамиду делать, вот, сдвинуть. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «В настоящее время» в Ютубе. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Всего доброго, до встречи. Знают, что ли, они наши отцы погибли на фронте. Плодородную землю отдали. Весь народ против? Спросить у народа, согласны или нет. И раз в деревне заявляется на 3 автобусах, что китайцы в белых рубашках, а мы землю покупаем вас. Как так? У вас земли сколько? А у нас, говорит, вагон мы можем денег привезти, если надо. Только им земля нужна. Я просидела в тюрьмах КГБ 8 с лишним лет на особом режиме. В период уже брежневского режима главное правило было молчать. Вот представьте себе, что мы терпели при Советском Союзе. Если заслышат иностранную речь, все шпионы. Не то что законы никакого празднования, даже человечности элементарной.